Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада видеть вас на канале Наталья Ривер. На неделе моды в Париже случился один из самых важных дебютов. Среди полутора десятка кадровых обновлений это было, на мой взгляд, второе по значимости и ожиданию фэшн-событие. После Матье Блази в Шанель, конечно. На модной сцене сегодня первая женская коллекция дома Dior весна-лето 2026 в исполнении нового креативного директора Джонатана Андерсона. Шоу состоялось в прекрасном месте – в старинном саду Тюильри, где установили огромный белый шатер. Казалось бы, все привычно. Dior всегда выбирает элегантные, почти музейные локации. Но в этот раз вместо зеркал и колонн в центре зала перевернутая пирамида над подиумом. Что-то вроде гигантского треугольного амулета, волшебного талисмана, который с началом модного действа вдруг засветился архивными кадрами. На экранах публика увидела что-то вроде ударного агитпроп-ролика. Нет, не рекламного фильма о прекрасных девушках в белом, а скорее сюрреалистический калейдоскоп. Настоящий коллаж исторических кадров из жизни французского бренда, где было все, что когда-либо населяло вселенную Dior, но в один миг схлопнулось, сошлось в одной точке и вылилось на подиум. Кто-то из зрителей посчитал такой ход гениальным решением, кто-то назвал монтажным кошмаром. Но в любом случае получилось эффектно. Особенно в тот момент, когда в тишине на экранах появился главный вопрос: осмелитесь ли вы войти в дом Dior? Да, с этой минуты началась новая эра легендарной марки. И как вы уже успели заметить, друзья, показ стартовал со знаменитого диоровского силуэта New Look, который Андерсон отразил в белоснежном, задрапированном по косой платье без бретелей, на внутреннем каркасе, с деликатными бантами на груди и подоле. Этот образ определенно задал тон всему модному шоу. Само собой, в гардеробе присутствует жакет-бар. Его дизайнер нынче кое-где укоротил, превратив буквально в жакет Спенсер, а кое-где значительно усложнил, завернув полы в нечто напоминающее тот же бант. Не обошлось и без культового платья Юнона, которое в обновленной версии, мои дорогие, вы увидите при дальнейшем просмотре. С легкой подачей Джонатана, похожая на павлиный хвост юбка из лепестков, теперь из роскошного макси превратилась в дерзкое мини. К слову, линейка марки Dior сегодня в лидерах по количеству показанных коротких юбок. Одни без изысков, из денимой кожи, именно на них, вероятнее всего, будут делаться продажи. Другие, сложно сочиненные, для всех, кто ждет от бренда чего-то особенного. Общую атмосферу показа отражает главная тема коллекции – игра гармонии и напряжения. Дизайнер создает диалог между кутюром и уличной непосредственностью, между уважением к коду именитого дома и непослушным желанием переосмыслить его. Новая коллекция – это попытка дать моде не только статус, но и свободу. Андерсон решил сыграть на контрастах, сочетать хрупкую феминность с революционными силуэтами, которые были изобретены еще самим месье Диором. Он первоклассно поработал с архивами, устроив показ в виде целой истории с элементами творчества предыдущих креативных директоров. Например, закрывающие пол лица кружевные воротники-стойки на плессированных топах – это из эпохи, когда Ив Сен-Лоран сидел в кресле главы бренда. А пиратские треугольники, платья спанье времен Джона Гальяно, наряды с заниженной талией, с акцентной черной лентой на груди и юбкой из тюля – это уже взгляд в сторону Марии Грации Кюри. Флэшбэки от Рафа Симмонса проявляются в ярких с налетом ретро-оттенках. Новая коллекция получилась объемная, большая и разнообразная. Сегодня бренд дышит современностью. Есть молодость, есть французский шик, есть действительно крутые аксессуары, которые могут как украсить образ, так и вывести его из равновесия. Особенно туфельки с декоративными ушками, которые будто случайно оставил в мастерской кролик Алисы. И вот в таких мелочах кроется очарование творчества Джонатана Андерсона. Конечно, в отличие от фэшн-энтузиастов, часть постоянных клиентов, предпочитающих классику Dior, были слегка ошарашены, удивлены, но в целом модная публика поставила высокую оценку дебютной работе дизайнера. В истории бренда открыта новая глава, и я надеюсь, она будет интересной и увлекательной. Захочется ли нам все это носить? Вопрос пока оставляю открытым. Свое мнение, друзья, вы всегда сможете озвучить в комментариях к видео.
Приятного вам просмотра! От души спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты, позитива, добра и даже в пасмурный день только яркого, солнечного настроения!